Судья, падла, слышь, меня подставили. Я же реально ничего не сделал такого, но срок опять дадут мне. Подстава, засада, блин. Да это ж, блядь, водка. Статья 11. Первое. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. Презумпция невиновности – здрасте. Гласность – опять здрасте. А еще должны обеспечить адвоката и все возможности. 2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействия, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено. Короче, все эти рассказы про оставление в опасности и прочее идут лесом. Хочу помогу, хочу нет. А с учетом текущего беспредела, велик шанс, что за помощь еще и срок словишь. Но, конечно, если ты тупой и все везде подписываешь. Не просто так помощница якобы судьи 3 раза просит подписать бумажки. Мол, формальность, а по факту даешь согласие. Добровольно хочу посидеть в тюрьме. Статья 12. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в личную и семейную жизнь, произвольным посягательством на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Ахаха, передайте Гуглу и прочим, что они собирают слишком много информации, чем вмешиваются в мою личную жизнь. Передайте это еще и службам по делам ребенка. Конечно, не всегда это неоправданно, но в любом случае они нарушают международные нормы и должны идти по этапу. Еще вспомнился вброс для тупых. Про этого под названием «Никто». Забавные, бегают с этой темой, словарь открыть не могут. Так же, как и бегают с темой про живых, которая не прописана нигде. И чиновник не знает, как тут действовать. Можете также себя называть не живым, а тупым, например. Эффект будет тот же. Стало грустно и обидно, кнопка отписки где-то сверху. Статья 13. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Плевок в сторону пограничников. Для тех, кто не в курсе, пограничный контроль ввели после Первой мировой войны. Мол, какие-то шпионы и диссиденты проникают. Естественно, они забыли это все отменить, как и забыли поделить отобранное в революции 1917 года. А затем ужесточили контроль после Второй мировой. Короче, плавно строят концлагерь, разделяют родственников выдуманными границами и странами. У меня в детстве забором только детские сады были обнесены. И тут понятно, мелочь пузатая разбредается кто куда, на прогулки, и потом их отлавливать трудно. А сегодня рамки в школах без сертификатов безопасности, рамки в метро. Заборами обнесены не только учебные заведения, но и вообще любые объекты. Как кто-то там сказал, бывший КГБшник может построить только ГУЛАГ. Мы уже на пороге. Без аусвайсов поезд не пустят. Билеты отменили. И вообще не верю, что любой теракт обходится без спецслужб. Учитывая все эти недавние рассказы, что на украинских номерах проезжает пол якобы страны без остановки и что-то там взрывают. Это все истории для особо дебильных и тупых населенцев, бездумно жрущих помои из ящика. На мой взгляд, как только оккупационный режим начинает трещать, или им так кажется, начинаются теракты. Но зачем взрывать метро, когда у обывателя безудержная ненависть к чиновникам? Кстати, у меня тоже. Ну такие мрази сидят охеревшие на местах. Начальники вообще не в курсе темы, на которую их посадили. А подчиненные делают такие высказывания, что я прекрасно понимаю, когда какого-то очередного микроцарька расстреливают в кабинете. Или обливают бензином и поджигают. Вот тут верю, что это реальная тема, а не вброс. Такие истории нет да нет происходят. По ящику чего-то только редко показывают. У нас же все хорошо типа. Чинуши реально охеревшие местами. И с этим никто ничего не делает. Слава Путину и режиму.
Контроля ноль везде. Типа они ни при чем. Еще не верю в ящик, поскольку у обывателя башка занята темой, как семью прокормить. Нищета зашкаливает, не до терактов. И да, жители мегаполисов не поймут. Для чинуш могу сказать только одно. Всегда есть миры, в которых еще хуже, чем у нас. И они туда обязательно отправятся после смерти. А пока жизнь одна, хватайте все, что можете. Плевать на последствия и на то, что при вашей жизни дети наркоманами стали. Еще стоит учитывать, что определенная часть чиновников и олигархов вовсе не люди, а биологические машины. После смерти у них, как в фильме «Терминатор», экранчик выключится, а вы им подчиняетесь.